Рей. Еще один из фундаментальных методов отработки – это использование груза, расположенного на голове. Соответственно, необходимо перемещаться, чтобы этот груз не упал. Что я рекомендую использовать? Посмотрите внимательно. Вот в руках у меня мяч. В данном случае он наполнен водой. Продается, не знаю, в любых, наверное, игрушечных магазинах. Вес его, не знаю, может грамм 100, 150. Но я думаю, не более 200, нет, 200 даже много. Да, грамм 100-150 достаточно. И обычный кистевой эспандер, который я использую. Соответственно, этот мячик у меня в виде смайлика. Смотрите, видите, он вам улыбается, у него хорошее настроение. Этот мяч помещается сверху. Правильно на голову, как размещать правильной стойки, у нас, соответственно, посвящено отдельное видео. Соответственно, после этого, как мы расположились, мы можем выполнять наши формы тенчикены. В данном случае мы выполняем сейчас форму тенчикен дайкей, восьмерочку, с правой и левой стороны. Приступим. Рей. Миги чудангамай. Камай. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рёк. Ич. Продолжаем. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рёк. Ич. И заканчиваем. Ач. Кэш. Соответственно, используя предмет на голове, у вас появляется еще одна дополнительная точка внимания. Вы должны не только контролировать свои движения, дыхание, фазы напряжения, расслабления и много что еще, а также еще эту точку, если вы отвлечете внимание, то обязательно этот предмет у вас упадет с головы. Соответственно, по мере вашей тренированности и роста вы должны выполнять это все быстрее и быстрее. Конечно, ограничена скорость, связанная из-за этого предмета, но все равно вы должны понимать свой предел. Давайте попробуем сделать первую форму тенчикен дайкей в виде восьмерочки на две стороны. Рей. Рей. Хидари. Чудангамай. Камай. И работаем чуть побыстрее. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рёк. Ич. Продолжаем. Ич. Ни. Сан. Си. Го. Рёк. Ич. И заканчиваем. Ач. Видите, предмет чуть-чуть съехал, но так как точка контроля есть, он не упал. Рей. Практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. И перед вами откроются большие тайны. Рей. Рей. Вы прекрасно видите, что сейчас у меня на руках одеты отяжелители. И на ноги также одеты отяжелители. Что я могу сказать? Использование правильных отяжелителей очень полезно для практики, для выработки взрывной силы и не только. Что важно? На руки отяжелители не должны превышать 200 грамм. Соответственно, они должны крепиться желательно к запястью, а не к кисти. И, соответственно, отяжелители на ногах не должны превышать вес 300 грамм. Почему это важно? Если мы используем тяжелые отяжелители для нанесения ударов, мы травмируем свои суставы. Также многие из нас не понимают, как правильно наносить удары, чтобы не травмировать свои суставы. Этому посвящено отдельное видео, посвященное ударам. Это смотрите на нашем канале. Также нельзя использовать большие отяжелители тяжелых. Почему это важно? Даже если вы будете работать очень медленно с отяжелителем, у вас при нанесении ударов в медленном темпе или замедленно смещается точка центра тяжести. И ваш организм, после того, как вы снимаете отяжелитель, он теряет эту точку. Он не понимает, было раньше в одной части тела, теперь в другой. И вы просто как бы его путаете. Но если вы используете небольшие отяжелители, то смещение точки незначительно, и психика воспринимает это правильно. И также еще есть феномен отяжелителей. Я скажу это в конце. Сейчас я покажу, как идет обычная практика тенчикен дайкей в форме восьмерки с правой и с левой стороны. Темп вы выбираете сами в зависимости от ваших задач, поставленных, также вашей силы и желания. Рей. Миги чудангамай. Камай. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рёк. Ич. Кэш. Рей. А теперь расскажу феномен. После того, как вы позанимались в отяжелителях,
Ну, это может разное продолжительное время. Допустим, выполнять какие-то упражнения. Полчаса, 10 минут, неважно. Соответственно, необходимо обязательно после этого снять отяжелители и поделать эти же движения уже без отяжелителей. Будет феномен психики, да? В чем он заключается? Вы не будете чувствовать тяжесть отяжелителей, и ваше тело сможет быстрее и сильнее взрываться. И оно запомнит именно это легкое исполнение взрыва. Если будете правильно практиковать, через некоторое время вырастет взрыв вашего удара и, соответственно, увеличится скорость. Практика, практика, еще раз практика. Не стоит злоупотреблять тяжестью отяжелителей. Чем меньше, тем лучше. А не так, что чем больше, тем лучше. Здесь все наоборот. Будьте внимательны. Практикуемся, практикуемся и еще раз практикуемся. Рей! Рей! Еще один метод, который я рекомендую использовать, это метод практики с закрытыми глазами. Конечно, можно их закрыть, а можно использовать другие приспособления. Для наглядности, вот у меня есть маска на глаза, она непрозрачная. Соответственно, я одену и сделаю форму восьмерочки в одну и в другую сторону 2 раза. И посмотрим, удастся ли мне вернуться на ту же точку, где я нахожусь. Или насколько я смещусь, и моя изменится ориентация. Потому что с закрытыми глазами мы тело воспринимаем совсем по-другому. Нет привязки к внешним координатам. Давайте попробуем. О, полная темнота. Я начну спокойную практику и начнем. Рей, на рей, миги, чудан гамая. Амай. Ич, ни, сан, си, го, рёк, ич. Ич, ни, сан, си, го, рёк, ич. Ич, ни, сан, си, го, рёк, ич. И закончим. Ач, кеш, рей. Интересно, где я нахожусь? Ну-ка, да, смотрите, я практически на той же самой точке. Эта камера видит, эта камера. Ну, сместился, может, сантиметров на 15. Это говорит о том, что практика идет правильно. Еще что я вам хочу сказать, что с закрытыми глазами практика ошеломляющая. Мы начинаем не привязываться к внешним предметам, соответственно, у нас увеличивается равновесие, положение тела и совсем открываются другие чувства. Вторая сторона техники. Практикуемся, практикуемся и еще раз практикуемся. Рей! Рей! Еще один из методов тренировки выносливости и выполнения практики формы Тенчикен Дайкей – это использование наших обычных телефонов. Да? На каждый из наших телефонов мы можем установить замечательное приложение боксерский таймер, когда можно настроить по-любому количество раундов, время отдыха, соответственно, время занятий. Ну, сейчас просто для наглядности просто продемонстрирую. Я поставлю, практика у меня получается, мы выполняем 1 минуту, переход 15 секунд и другая минута. Вот я буду выполнять первый Тенчикен Дайкей. Включаю. 5 секунд у нас идет на подготовку и, соответственно, будем работать. Кэш. Рей. Тест метроном предупреждает меня о заканчивании моего времени. 3, 2, 1 и начинается следующий раунд. Рей. Как вы видите, использование боксерского таймера очень классная вещь. Мы всегда используем это на тренировках. Можно задать необходимое количество нагрузки и отдыха. Это очень классная система. Используйте ее по максимуму. Тренируемся, тренируемся и еще раз тренируемся. Рей!
Рей. И еще один из методов и инструментов, который помогает нам в практике боевой техники, в данном случае мы говорим о Тенчикен Дайкей, это использование наших телефонов. Да, позвонить другу, передать привет. Но это как из первых вариантов. А второй вариант, в каждом телефоне можно установить бесплатный, это программа Метроном. Ее используют в основном музыканты. Чем мы хуже музыкантов? Можно задать любой ритм, который вам необходим. В данном случае у меня сейчас ритм поставлен 40 ударов в минуту. Очень спокойный. Попробуем делать восьмерку Тенчикен Дайкей на правую и на левую сторону под этот ритм. Да, очень спокойный. Я думаю, это такой отдыхающий, расслабляющий, разминочный темп. Давайте попробуем. Рей. Миги. Чудангамай. Камай. Слушаем сначала ритм. Особенно у кого нет музыкального слуха, вообще тяжко. Слушаем внутри. 1, 2, 3, 4. Пошли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И заканчиваем. Кэш. Как видите, вот этот 40 ударов в минуту очень классный, легкий. Очень комфортно для разминки, для легкого разогрева. А теперь попробуем что-нибудь очень спокойное. У нас очень классная мелодичная музыка. Возьмем 20 ударов и послушаем, что получится. Вот 20 ударов. Ой, как долго, и можно заснуть. Нужно делать медленно и плавно. Для практики по тайчи с точками внимания оптимальный вариант. Давайте попробуем. Рей. Рей. Миги. Чудангамай. Камай. Встали в стоечку, слушаем ритм. Это очень важно. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рок. Ич. И на другую сторону. Ич. Ни. Сан. Си. Гоу. Рок. Ич. И закончили. Ач. Кеш. Рей. Как видите, 20 ударов, отличный ритм для прокачки ног, для всего остального. Ну, попробуем, давайте 60. 1 удар в секунду. Как у нас работает секундная стрелка на часах. Слушаем. Пам, пам. Ну, я думаю, вообще классный ритм. Давайте попробуем. Рей. На рей. Идари чудангамай. Камай. Стоим, слушаем ритм. Пам, 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 пам. Пошли. Очень отличный ритм, очень спокойный. Можно делать акценты на них. Напряжение, расслабление, фаза взрыва. Очень замечательный ритм. Давайте попробуем другой. Какой, интересно, выберем? Так. Ну, если любить, так королеву. Давайте выберем, знаете сколько? Ой, думаю, это нереально. 100 ударов в минуту. Пам-пам-пам. У меня палец не успевает так двигаться, а чтобы тело двигалось. Ну, давайте попробуем, посмотрим, что получится. Эксперимент. Кеш. Рей. Миги чудангамай. Камай. Слушаем, как удар. Работаем.
Кэш. Рей. Ну, хочу сказать, что ритм держится, да. Не знаю, сколько я могу серий выдержать, но пару серий точно выдержу. Ну что, смотрите, даже 100 мы можем делать. Ну, давайте попробуем 120. Думаю, это уже нереально. Это получается в 1 секунду должно быть 2 действия. Пам-пам-пам-пам. О, с моим слухом музыкальным, боюсь, проблемы будут. Ну, давайте попробуем. Рей, на рей. Миги, чудан гамай. Гамай. Стоим, слушаем. О, у меня палец даже не успевает так дергаться. Не говоря о том, что выполнять технику. Рей, как видите, все, я уже сбиваюсь. Для меня это очень медленные ритмы, вы понимаете, ребята. Мне нужен чемпионский. Я думаю, чемпионский будет, ну не знаю, 150. Послушайте, как звучит ритм на 150. Тук-тук-тук-тук. Я хочу заметить, что у нас сердце так часто бьется, и даже почаще. Так что у нас, что мы хуже сердца, значит мы можем и 200 движений в секунду. Мы не хуже сердца. Кеш. Рей, как вы видите, метроном очень удивительный и необходимый инструмент для практики. Можно себе задать необходимый ритм, темп и выработать определенные качества, которые необходимы. Также очень классно использовать музыку. Музыка имеет определенный ритм, стиль и все. Можно создать определенное настроение и выработать необходимые навыки. Тренируемся, тренируемся и еще раз тренируемся. Рей! Мы перечислили некоторые методики для правильной практики форм тенчкенов, ну не только тенчкена, и гораздо больше. К сожалению, закрытые методики тренировки, которые известны только адептам Сёрензи Кэмпа после 3-го дана, они закрыты и, соответственно, их нельзя нигде не выкладывать, ни в свободном доступе. Для этого нужно подрасти не только физически телом, но и духовно. Только тогда откроются настоящие поистине тайны. Но также достаточно этих методов, которые вам сейчас показали, их правильное сочетание между собой даст фантастические результаты. Они полезны для любого вида деятельности, для спорта, для занятий боевыми искусствами и, возможно, для чего-нибудь другого. Спасибо за просмотр. Рей!